Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз. Гороскоп. Неделя. С 10 по 16 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Но я так надеюсь, ваша интуиция и образы карт помогут, может быть, какой-то ребус решить или пазл сложить. И первая карта у нас будет «Что важно знать?» или «Оценка ситуации». Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время, по мнению карт? А что нам будет помогать? И мы посмотрим 3 карты по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Что у нас будет на неделе с финансами и личная жизнь, какова история. Итак, что важно знать для тельцов? Отдохните, мои дорогие. Мысли надо привести в порядок, но и не только по 4 мечей. Тело как будто тоже уделить внимание самому себе, практически отдохнуть, потому что карта предупреждает, если мы длительное время испытываем какое-то напряжение, то иммунитет начинает падать, и недомогание нас буквально может уложить в постель. То есть, как, знаете, какой-то этап с последней капли мы проходим. Вот до этого мы не должны допустить, это точно. А может быть, обстановка такова, что вам нужно делать выбор, какой-то что-то для себя решить. Это больше касается нас самих и наших дальнейших планов, нашего качества жизни, может быть, и об этом. И у кого-то это может быть как личной жизни проигрывается, или есть какой-то вопрос, может быть, как Гордиев узел нужно разрешить. И значит, это мы где-то можем сделать, когда наш мозг, он в отдохнувшем состоянии. Нет вот какой-то путаницы в голове. Войти, наверное, вот в такую, знаете, как бета-ритм можно только посредством отдыха, может быть, какого-то релакса. Для кого-то из вас, может быть, правда проиграется так, что вы сейчас на отдыхе, вы в отпуске. И значит, ну точно, самое время. А для кого-то из вас, может быть, уделить внимание и своему здоровью. Это не карта болезни, но иногда она советует, например, пройти либо обследование, либо какие-то процедуры больше с целью профилактики. Либо есть вопрос, который, может быть, по делам тоже вы ждете, когда вот-вот что-то решится. Такое, может быть, проигрывается, как ожидание. Ну, значит, примите это как данность. Должна сказать еще, что если что важно знать, выпадает 4 мечей, скорее всего, сама по себе неделя, она не будет, знаете, такой турбулентной. Она где-то может быть такой расслабленно затяжной. Нам может показаться, я хожу по кругу, или ничего не меняется, или ну как-то так было, может быть, турбулентно, а теперь все стихло. Вот как-то больно спокойно. Ну, значит, наслаждайтесь этим периодом. И если мы говорим, идем что-то решать, допустим, по документам, вряд ли у нас получится что-то быстро решить. Вот к этому мы тоже так должны быть готовы. Чего не избежать, правда? Если тут по документам, здесь какая-то ситуация может, знаете, как будто вернуться из прошлого, но немножко не совсем вблизи полнолуния, когда как раз срабатывает вот этот момент, когда мы подводим итоги. Но, тем не менее, юстиция – это какие-то вопросы с разбирательствами могут быть, поэтому мы собой не рискуем. Тут как раз соблюдаем законы. Когда карта выпадает, я говорю, даже переходим улицу не там, где всегда, а там, где положено. Мы должны минимизировать все риски. И, например, хорошо с учетом даже 4 мечей, правда, разобраться в каком-то законе или в подзаконном акте, или все зависит от того, что у вас стоит на повестке дня. Как обустроить какое-то дело. Или какие мне нужны, допустим, собрать, какие документы я должен или должна для того, чтобы, ну, осуществить какой-то вопрос. И вот здесь вот так вот скрупулезно, очень хорошо заниматься какой-то, как и бухгалтерией, может быть, как и документоведением, или даже если это касается вашей личной истории. И у кого-то из вас это может быть еще и ситуация буквально в судах.
И здесь, значит, будет какое-то заседание, может быть, или вы будете ожидать. Но я могу сказать, что вряд ли что-то будет решено окончательно на этой неделе. Может быть, вы ждете какого-то известия или решения суда. Но, наверное, или вам было сказано, что, может быть, какое-то заседание состоится. Скорее всего, с учетом четверки мечей что-то могут перенести. Или перенести, допустим, как у кого-то там не получилось что-то. Ну, есть определенная задержка. Но мы-то должны быть готовы все равно к тому, чтобы сохранять эмоциональное равновесие, с одной стороны. Это будет важно. И с другой стороны, подразумевает эта карта, если что-то, как будто, знаете, в пространстве есть, может быть, или так складываются обстоятельства, что у нас что-то уходит либо из жизни, из нашей, или пространство у нас что-то забирает. Отпускайте, не держите. Чем больше отпустим, тем больше получим, правда. Вот так иногда проигрывается. И держит наша справедливость меч, как будто это по судьбе. Вот не держаться за какой-то материализм будет тоже важно. Вот этого как будто не избежать. Ну, легче будем, значит, на подъем. Чему сейчас не время? Рассчитывать на какую-то большую прибыль или рассчитывать на то, что нам, ну, получим мы, может быть, правда, какие-то задержки есть, получим, может быть, деньги, которые нам причитались, или с другой стороны, что быстро у нас пойдет бизнес, может быть, да, как в рост, наши доходы начнут увеличиваться. Нам сказали, есть пауза. И у кого-то, правда, если у вас личное ваше дело, но я бы не сказала, что мы можем рассчитывать на то, что очень как-то в гору, ну вот, к примеру, у кого-то продажи, да, что они пойдут очень быстро. Нет, вот есть пауза. Нам говорит карта еще и о том, чему сейчас не время, что мы-то сами не создаем тоже себе каких-то иллюзий, а смотрим по факту. Мы не надеемся где-то никак на людей, мы не надеемся на то, что потом какая-то ситуация разрешится сама. И с другой стороны, мы искусственно тоже не пытаемся что-то задержать. Вот, наверное, вот этому анализу или какой-то вот такой вот философии точно сейчас не время. И с другой стороны, есть еще такое понимание, что если мы говорим, чему сейчас не время, и это деньги в рост. Или вот по семерке Пентаклей, когда мы буквально ожидаем какого-то результата. Но вот, наверное, будет этот результат, но он не будет скор. Вот это надо тоже принять во внимание. По крайней мере, на неделе мы не получим уже что-то, даже если мы как будто рассчитывали, правда? Может быть, и деньги где-то задерживаются. Что нам помогает? Умение работать с информацией, умение жить буквально в каком-то хаосе. Вот как ни странно, с противоположной картой. Вот ведь спокойствие какое-то, да? Но, наверное, сохранять, может быть, душевное спокойствие вот в каком-то информационном хаосе. Это сама по себе я так карту это называю, когда приходит одна какая-то новость, потом в обед, допустим. Утром было одно, в обед другое, а вечером там третье, которое отменяет две предыдущих. Это может быть связано еще с людьми, которых будет много в вашей жизни, но по пятерке жезлов это у них есть свой интерес. И знаете, сохранять, может быть, карта нам больше говорит какие-то свои приоритеты, не включаться в чужие вопросы, это нам будет помогать. Не тратить, может быть, деньги буквально, раз у нас семерка выпадает в позиции, чему сейчас не время. Как будто быстро мы деньги не получим. А вот потратить мы как раз можем на волне какого-то либо хаоса, либо искаженной информации. И очень часто по этой карте проходит в принципе, как бы много каких-то новостей или много людей. Поэтому у нас, вот нами могут пытаться просто манипулировать, понимаете? И мы не должны быть втянуты как в какой-то конфликт, так и мы не должны участвовать в каком-то деле сверх какой-то меры, понимаете? В ожидании, что ну я как-нибудь обойдусь, а дай-ка я кому-то сделаю хорошо. Ну, это ведь может быть кто угодно, может быть и ваши близкие тоже. Вот может так проигрываться. Здесь все-таки, мои дорогие тельцы, вы должны быть от начала до конца на своей волне. Вам дается какая-то передышка необходимая. Может быть, кто знает, вот эта неделя, так вот планетарно, она действительно ожидается более спокойной. А дальше у нас там идут смена лунных узлов,
они переходят, это уже ось у нас будет Овен весы. Да и потом через неделю, как бы, да, это уже у нас будет с 17 по 23. Так там у нас и Венера будет ретроградная еще, и там у нас Солнце будет входить в знак Льва, и присоединяться еще черная Луна. У нас вот через неделю может быть очень даже весело, и некогда будет скучать. Вполне вероятно, у вас будет потом очень много задач разных, или сам по себе режим многозадачности. Поэтому сохранить силы и душевное равновесие, может быть, отдохнуть попросту на эту неделю, вам просто говорят карты. Тут как будто что вот не, знаете, не педалируй или не пытайся что-то либо ускорить, либо в чем-то проучаствовать, а результата мы никакого не получим. Вот правда? Уделите внимание себе. Дела, работа, бизнес. Ну вот. Еще нам карта говорит о нашей независимости. И, кстати, вот раз вот тут уже мы проговорили как про информацию, так и про деньги. Неплохо было бы, мои дорогие тельцы, но я думаю, вам это очень свойственно где-то. Вы практично смотрите на нашу жизнь, что без денег оставаться нельзя. И иногда проходит это по карте Верховная Жрица, хотя тут больше духовности нам, безусловно, говорят. Но что такое деньги? Это способ взаимодействия с миром. Так вот, мы должны быть ресурсными. Ведь независимость можно сохранять тогда, когда ты наиболее ресурсен. Поэтому оставлять себе какую-то сумму, о которой вы не афишируете в плане финансов, это значит дважды быть ресурсным. И, видимо, для вас на этой неделе это особенно актуально. Может быть, это будет трижды актуально через неделю, мои дорогие тельцы. И такое ведь тоже вполне может быть. Здесь, наверное, не включение в какие-то вопросы. Будьте, наверное, вот как эта Верховная Жрица. То есть по пятерке, мы сказали, жезлов нам могут демонстрировать разную как информацию, так и разные какие-то подходы, и люди могут быть разные. А жрица, она умеет увидеть не то, что ей транслируют, а то, что скрыто. Поэтому призвать на помощь как и интуицию, так и не торопиться включаться в какие-то вопросы. Нейтралитет, правда. Больше мы наблюдаем и делаем выводы. Финансы. Действительно, чтобы не было каких-то разочарований, мы не должны потратить деньги. Пятерка кубков все-таки говорит о том, что, ну, может быть, потратили слишком, чем рассчитывали, да, или есть, по крайней мере, на этой неделе риск. Или мы можем посчитать что-то и прийти к выводу, что нет, как-то тут я просчитался. Или есть какой-то вопрос финансовый, когда может быть, сопряжен, сама по себе ведь карта не крупная, какие-то деньги вот именно задерживаются, может быть, и так для кого-то из вас проигрывается, или, может быть, планировалась какая-то покупка, а здесь что-то либо не получится, либо, ну, как-то обстоятельства не складываются в сторону купить чего-то. Я бы сказала, деньги мы больше сохраняем. И личная жизнь. В личной жизни все прекрасно, у вас все под контролем как раз. И так, как вы хотите. Для кого-то из вас вопросы поездки, переезда, и вы будете заниматься, может быть, как раз документами или узнавать, как лучше обустроить что-то. Словно тельцы к чему-то прицеливаются. Вот планы строить на будущее прекрасно. И не только по личной жизни, а и хоть и бизнес, хоть и работа. Но вот сама-то по себе неделя не предполагает какой-то особой динамики. По крайней мере, мы точно не педалируем, не форсируем, потому что результата мы от приложенных усилий не получим. Кто-то, может быть, получит от того, что мы в каком-то деле проучаствуем или что-то, например, приобретем. Но то, что мы останемся довольны, как будто нет. Да и по делам есть, знаете, такой момент, когда какая-то, как информация может быть искаженной, так и словно реальность, она еще не соответствует какой-то правде. Есть элемент все равно, что что-то пока скрыто. И в свое время мы, видимо, узнаем какую-то правду. Но сказать, что у нас все-таки выпадает аркан справедливости или юстиция, и здесь мы должны быть честны сами с собой, кстати, несмотря на то, что приходят какие-то новости, может быть, и люди какие-то словно врываются в нашу жизнь, но сохранять как эмоциональное равновесие, так свою независимость и наблюдать. Вот в течение этих 7 дней практически одна карта дополняла другую, и вот такая пауза. Отдыхайте, мои дорогие.
этот отдых бывает у вас редко. Будьте счастливы и любимы всегда.